Олень – это крылья кочевника бескрайней тундре. Чтобы запрячь его, ритуал, проверенный временем. Смотрите, вот она упряжь, сколько ремней, застежек. В них сплетены традиции, память, доверие. Упряжь соединяет два сердца – человека и оленя, чтобы вместе идти вперед, куда зовет путь. В этом году зима была особенно суровой. Снег покрыл землю плотным белым покрывалом, а ледяной ветер напоминал о необходимости искать тепло. Но даже в морозные дни жизнь в тундре продолжается. Именно в такие дни мы побывали в стойбище Якова Яптик. В тепле чума оленевод занимался изготовлением упряжи. Такое снаряжение станет надежным помощником в долгих кочевьях по бескрайней тундре. Это для меня привычная работа. Знаешь, какой должна быть длина. Для глаз привычная работа. Вот он, момент создания упряжи, без которой в тундре не обойтись. Мастер ловко орудует ножом, прошивает кожу крепкими нитями, подгоняет детали. Сейчас делаю упряжь для внучат. Ребятишек нужно учить ездить на оленях. Во время перекочевок сидят в санях снегохода. Раньше мы сами с малых лет ездили на оленях. Начинали управлять упряжкой еще дошколятами. Иногда запрягали неприученных оленей. Изготовление оленей упряжи – кропотливый труд. Каждый элемент продуман до мелочей. От надежности упряжи зависит безопасность в долгой дороге по тундре. Длину упряжи для оленя Яков Иносович измеряет так. Для тягловых оленей измеряют чуть выше колена. Да и для ездовых оленей также должно быть. Единственное, что отличает от упряжи для тягловых оленей, это наличие пояса, который перекидывается через спину. Со стороны левой застежки до правой я делаю чуть больше 4 терва. У каждого человека эта мера разная. У кого-то пальцы длинные. Я делаю чуть больше 4 мер. Примерно на спичечный коробок. Терва – ненецкая мера. Это расстояние от конца большого пальца до кончиков других пальцев. Эта лямка очень нужная. Нельзя ее делать длинной. Она будет мешать движению оленя. Также нужно 2 такие меры. Осенью упряжь не достает, так как олени бывают упитанные. Еле-еле на последнюю застегнешь. Каждая деталь должна быть идеальной. Узел надежным, лямка прочной, застежка удобной. Упряжь изготавливают из кожи юфть и сыромяти. Фрагменты сшивают замшей из кожи оленя. Для замши я выделываю шкуру, потом снимаю шерсть. Выделка должна быть хорошей. Этой замшей он и сшивает упряжь. В продуманной конструкции упряжи натуральные материалы. Даже декоративные элементы сделаны из кости, практичны. Если человек разбирается в кочевой жизни, то приятно смотреть на костяные детали. Иногда, когда приезжаешь куда-либо, видишь упряжь, а там застежки все разные. Перед тем, как начать делать упряжь, нужно приготовить все мелкие детали. Пуговицы должны быть одинаковы, как на лямках, так и на поясе. Даже на застежках костяные пуговицы должны быть похожи на все другие. Упряжь проверена, подогнана, готова к работе. Теперь она станет частью долгой северной дороги, верной помощницей и человеку, и оленю.